Итак, ребятки, я всех приветствую, кто присоединяется к нашей прямой трансляции. Всем доброго времени суток. И напишите, что по качеству видео, звука и музыка, не глушит ли. Все хорошо, все отлично, замечательно. Сегодня у нас расклад на 7 чакр, как вы уже поняли. Но прежде чем мы начнем, вы пока подтянетесь. Я хочу сказать вот какую штукенцию, девочки, по поводу брони на оракул завершена. Новая цена, новые нюансы, все я озвучу в ближайшее время, во всяком случае постараюсь. По поводу, хотела сказать насчет доставки, особенно на территорию России. Доставку оплачиваете вы, но в чем прикол? Ее должна оплатить я. Эта доставка зависит от дальности, грубо выражаясь. Я буду озвучивать стоимость с запасом, показываю вам чек, разницу отправляю вам обратно. Девочки, которые ожидают доставку в Россию, оракулы, там несколько тиражей, я вам все подробно еще напишу, сообщу, дам, короче говоря, знать. Непредвиденные обстоятельства, определенная компания прекратила доставку именно на территорию России, то есть в Германию, США, Канаду вообще без проблем, понимаете, а вот с Россией есть свои нюансы, то есть вот такие моменты. По доставке за границу Украины в страны ЕС и на другие континенты, там можно кое-что сочетать по доставке, но принцип примерно тот же. То есть это на будущее. Вот это основное, что я вам хотела сказать. Еще, пожалуйста, кто приходит на консультацию, вы кидаете денежку и сразу же, пожалуйста, кидайте мне чек, дабы я потом вас не искала среди всех контактов у себя в телефоне. И не думала, что кто-то там потерялся или еще какая-то белиберда, потому что, сами понимаете, случаться может различное. И есть определенные люди, которым хотелось бы бедненьким словить меня на какой-то ненормальном отношении к клиентам. Это вообще невозможно. Поэтому, если отправляете, тут же чек мне, чтобы я понимала, от кого. Это и вас обезопасит, и меня. Еще момент. Обратиться ко мне можно лишь по тем контактам, которые указаны под каждым роликом и в описании моего канала. Больше меня нигде нет. А если и есть, то я там появляюсь очень редко в социальных сетях. То есть от слова совсем редко. Поэтому, если вдруг что, от моего имени вам кто-то что-то пишет, или вы что-то увидели, сообщайте мне. Будем разбираться. Итак, 7 чакр. Сегодня они у нас представлены из моего оракула. Очень мне нравится, как они интегрируют энергию. И, дамы и господа, я вас всех благодарю за донаты. Приобрела вот такую колоду. Таро Грааль нарушенных клятв. Автор, я так поняла, девушка работает в Mystic Silk. Короче, неважно. В общем, она автор колоды. И не только ее. А эта колода мне очень понравилась. Хотя здесь, хочу я вам сказать, все картинки вообще, Таро Грааль нарушенных клятв, Оракул Грааль нарушенных клятв, руны тоже Грааль. И вот это, здесь все картинки из игр. Но мне нравится, как это все сделано. Непосредственно эта колода, Таро Грааль нарушенных клятв, очень отлично зарекомендовала. Я долго не могла понять, да что ж с ней, да как же. Интересно, я скажу сразу, по энергиям. Повторюсь, это все благодаря вашим донатам.
Работает она просто замечательно с бесами. У меня она именно так себя зарекомендовала. Возможно, у кого-то есть такая колода, приобретали, поделитесь вашими впечатлениями, как у вас она откликается. Сегодня я ее буду использовать. Она, скажем сразу, провоцирующая. Будем использовать как на недоброжелателей, так, собственно говоря, и на себя любимых. Посмотрим, где затыки и какие они есть. Говорю сразу, реально, чтобы из этой колоды сыграла партия вот в плюс, это огромная редкость. Это еще реже, чем на Таро Веретника. Намного реже, но бывает. То есть, ну, если судьба разрулить, она это покажет. Ну, а так, конечно, скажу сразу, копнем глубоко, и большинству это может не понравиться. То есть, прям может перегрести вас. Предупреждаю заранее. Поэтому смотрите сами по своей реакции, справляетесь, окей, не нравится, что-то вам не резонирует, выходите с трансляции, и значит, вы не готовы к информации, либо же оно не ваше, и, короче, вы меня поняли. Себя не провоцируем. Провоцируют себя те, кто уже знает, что, как с этим справляться, как это прорабатывать и для чего вообще он себя провоцирует. Всем добрый вечер еще раз. Так, сейчас я сделаю выкладку на 2, так сказать, потока. Для нормальных, адекватных, ну и для низкочастотных. Защиты, ребята, с защитами вопросы после рождественских праздников стоят остро. Вопрос в расширении собственных границ. Это касаемо и низкочастотных, и тех, кто себя поднимает по вибрации. Понятно? Кто поднимается, вашу защиту пытаются пробить. Низкочастотные с пробитой защитой, им бы расширить свои границы, но, увы, видимо, не судьба. Короче говоря, это все детали, да? Смысл, я думаю, вы услышали и поняли. Так, теперь я беру из Таро Веретника. Нет. Все будет как обычно. Единственное, что я решила добавить сегодня, Таро Грааль нарушенных клятв. А так карты будут все те же. Буду на целую колоду, не только старшие арканы использовать. Посмотрим уж весь каленкор. Сейчас, когда будем определяться, где поднимают себя по вибрациям, а где люди застряли, да, в своем развитии, вы, пожалуйста, тоже выбирайте для себя и для вашего врага. Если даже не совпадет, это будет вам подсказка на то, что попытки на подмен судьбы идут. Ну, вот такой ориентир. Потому что много новых энергий, много новых людей на канале, и всякое может показывать. Если кто уже давно здесь с нами, те могли заметить, что бывает мы периодически, то есть идем по потоку, люди добавились, мы откатываемся назад. То есть, знаете, как повторение материала идет. Так.
Парам-пам-пам. Даем себе несколько минут, секунду. Сейчас определимся, кто же есть кто. Вот это и вот эта часть. Ребят, всех еще раз приветствую. Мы сегодня в 22-м году первый раз в прямом эфире. До этого были лишь записи, поэтому с Новым годом, с новым счастьем. И, кстати, всех благодарю за ваши комментарии, за все ваши пожелания. Итак, это для адеквашек, это для неадеквашек. Смотрим, давайте сразу вас точнее. На всякий случай скажу, ребятки, чакровый расклад я для себя лично отдельно делаю. То есть, если кто пытается здесь найти мои энергии, не получится. Итак, давайте-ка начнем. Провокационные такие вот эти вот карты. Да куда вас, мать вашу, мешают просто. Итак, начали. То же, что и говорила сразу, с защитами вопрос. Пытаются либо взломать, либо вздернуть, либо сделать так, чтобы защиты у вас не стали. По второй чакре жопа. Кто-то слишком в меланхолию влетел, в прошлое, в какие-то сожаления, пессимизм. Это закрывает ваше наслаждение и чувства. Сердце закрыли. Это не есть плохо и не есть хорошо. Сейчас мы разберемся. Шестая чакра прокачивается у кого-то очень отлично. Седьмая стабильно. Так. Теперь я буду делать выкладку именно на провокационные моменты. Ребят, не все так плохо. С учетом того, какая это колода, если у кого есть вот эта колода Таро Грааль нарушенных клятв, вы знакомы с ней, то я вам хочу сказать, здесь набор карт не так уж и плох, ввиду специфики этой колоды. Итак, давайте по очереди. Первая чакра. Жизненная ваша энергия, ее блокируют. Блокируют ваши эмоции. Хотят, чтобы вы застряли перед каким-то трудным и даже, знаете, важное решение. Трудных решений не бывает. Бывают решения, они тогда трудны, когда вы не хотите что-либо предпринимать в определенной ситуации. Вот тогда и получается вот это застревание. Когда у вас есть хотя бы один вариант, куда вы хотите двигаться, вы даже не выбираете. Хотят, чтобы вы бездействовали, не защищали себя, не чистили, не продвигались дальше, чтобы вы попали в тупики. Для кого-то актуально, хотят, чтобы вы меньше получали информации, это для практиков. Здесь хитрость и подлость. На обычную колоду, если переводим, семерка мечей, то есть здесь крадники могут стоять. Именно на то, чтобы вы не смогли поставить себе защиту. Так, по Таро веретника благополучие. На первую чакру благополучие все равно у вас падает. То есть смею предположить, что стараются, если для кого-то и что-то там, как-то там вы уже заметили давно и предприняли определенные движения, да, по этому вопросу. Уточним.
Кто-то чистится, поэтому защитами вопрос. Кто-то просто под чистками. Ваши недруги пытаются, конечно, но они пытаются в одну руку, а какают в другую. И, естественно, вот та, в которую они какают, наполняется быстрее. Ну и давайте... Нет, здесь кто-то из вас даже, я смею предположить, ребятки, кто-то из вас мог получить знания от своего рода, либо от иных сил. Что именно вам нужно сделать, чтобы ваша защита стала еще более искусной? Давайте так скажем. И кто-то из-под тишка это делает вам, понимаете? А ну-ка я сейчас возьму вот этой колодой, я и уточню момент насчет темного сознания. Да здесь на вас мнимые страхи пытаются накинуть и что-то там вас испугать. Девятка мечей, семерка мечей и на нее девятка мечей. Думаю, всем все понятно. Здесь нет, если Таро Веретника такие карты показала, то сами понимаете, да? Тип топушки. Вторая чакра мне не нравится. Почему? Потому что пятерочка кубков. И вот смотрите, если взять все 7 чакр, только 6-я ваша личная, все остальные чакры под воздействием внешних факторов и людей идут. Понятно? Ваша 6-я чакра, аджна, интуиция, мысли, сны, виделка и тому подобное, здесь упадок веры. Мы уточним моменты через Таро Веретника, но это только ваш затык. Все остальное воздействие внешнее идет. Смотрите, 2-я чакра. Здесь кто-то делает ритуалы на то, чтобы вы совершали неблаговидные телодвижения, поступки, фразы, слова. И дабы в вас породить неконтролируемую агрессию. Возможно, насчет вашего партнера, чтобы вы разошлись, разругались, кому-то это нужно. Но здесь же параллельно по 2-й чакре я вам могу сказать, что вы через астральные проекции, в принципе, в курсе этого всего можете быть. Но при этом можете быть податливы, понимаете, на вот это вот какие-то разочарования, воспоминания об этом. А возможно, кого-то посещали мысли, знаете, в ключе пессимизма. То есть, а вдруг я никого не встречу, а вдруг это не мой партнер, а что если, да? Хотя, казалось бы, все нормально. Отпускаем прошлое, двигаемся дальше. Здесь провокации именно на агрессию вас. Так, по Таро Веретника. Интересно. Так, давайте я сразу вот так вот выложу, хотя оно мне будет мешать, но дабы я потом уже не дергалась. Ребят, ну что я здесь могу вам сказать? Здесь кто-то мог разочароваться в своем партнере, как вариант. Кто-то мог даже глазки приподоткрыть, а кого-то специально провоцирует, чтобы вы разочаровались в достойном партнере и агрессировали. Из Таро Веретника крах иллюзий. Но карта-то фортуны, понимаете? Кто-то из вас к кому-то обращался, возможно, за чисткой. Здесь, если не касаемо любятины, секса и, и интима и тому подобное, ребят, здесь пробивание 2-й чакры вашей идет за счет того, что вы чувствами были к кому-то привязаны. Вы закрыли сердце, понимаете? Это могут быть и ваши друзья, с которыми вы там дружили, как братья, сестры общались и обнаружили, что там подосрало в вашу сторону идет. Потому что, либо же так чистка работает, потому что у кого-то вплоть до болезней по 2-й чакре.
И параллельно идет мне перекос, знаете, с чем? С недоброжелателями, у которых реальные проблемы и болячки по-женски, по-мужски на этой чакре. У них какие-то иллюзии рушатся. Как-то это связано с вами, понимаете? Такое ощущение, если был переклад своих болячек врагом на вас, то ему это все возвращается. А вы очищаетесь, тогда вот, в принципе, вот такой вот реверс возможен по эмоционалке у вас. То есть, понимаете, как бы идет откат для того, чтобы новая волна дальше накрыть смогла. То есть прорыв вперед. Но откатиться все равно приходится, особенно при чистках. Это неизбежно. Либо же, почему здесь они вылазят? Почему идут недруги? Здесь, давайте так, не недруги, здесь идут низкочастотные вибрации. По какой причине? Ой. И что он? Девочки, здесь зачистка. Четко, конкретно. Король жезлов — это человек, с которым у вас был интим однозначно. Сейчас десятки мечей, то есть жизнь мертвого у человека. Я же сказала, что-то реверсом, он, понимаете, на него это уходит, а у вас вот так вот выстреливает, то есть как бы подзачищаетесь. Здесь очень интересно, и поэтому агрессия у вас, понимаете, прет, поэтому какие-то сожаления, пессимизм, воспоминания, возможно, о том, что, ну, допустим, недоброкачественные какие-то партнеры были, отношения. Здесь из области, какого хрена я в это вляпался, почему я раньше не заметил, понимаете? Здесь ангел-хранитель в итоге. Здесь кто-то, ну, к нормальному знахарю мог обратиться, либо же нашли, допустим, определенный став, да, определенного автора, который классно вам помог рунически. Как пример я вам привожу. Если вы никому не обращались, может кто-то обратился, может кто-то смотрит какие-то чистки, неважно, суть, я думаю, вы уловили. Так, третья чакра. Сила воли, ресурсы, цели. Туз жезлов. Планы, 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 планы. Не загасите это. Понятно. Здесь, смотрите, тотальная дисгармония. Сейчас объясню, как это может проявляться. По карте мир. Но здесь темный мир. Идете туда, куда вы хотите идти, и теми путями, которые вы считаете для себя в первую очередь верными. Здесь, возможно, белочка у окружения. Белочка у людей, вот как у меня на втором канале под Рождество я выдала просто по ДД. Я просто выгуляла свой 15-й аркан, потому что уже просто, ну, блядь, предел подошел. И плюс мне надо было кое-что сделать под определенный ритуал. То есть так сошлись звезды, что я просто вывалила абсолютно всю мерзопакость, которую люди там себе позволяют мне написывать, понимаете? То есть, естественно, обратная волна пошла, но я сделала это с определенной целью, а у вас может быть так, что люди просто как бы: да вот у тебя не получится, да ты неправильно делаешь, да ты ничего не знаешь, да ты, блядь, не умеешь. Возможно, кто-то из вас вышел, допустим, на арену, что-то где-то как-то себя показал в интернете, и просто встречаетесь с критикой, да, с какими-то деструктивщиками, с какими-то, ну, дебилоидами, мягко выражаясь, которые, ну, просто кайфуют от того, что они написывают всякое говно. Это как вариант. Тут творческая искра, следуйте за своей музой, исследуйте новые возможности, новые проекты, если есть планы, планируйте и осуществляйте, идите к своей цели.
Ребят, второй веретника приворот. Здесь кто-то хочет ваше бабло стянуть. Здесь кто-то специально, знаете, как вам рассорку с обществом могут делать. Учтите это. Но все равно вы просто прете. Вы прете. Вот на, да, туз жезлов это лишь то, что в планах. Это как бы еще и нет. Но на этой искре можно нехило стартануть, если хорошо упереться. Понимаете? То есть вот взять свой курс и сказать, да нет, меня никто вот с этой колеи не подвинет. Мой поезд Москва-Воронеж, хуй догонишь. Понимаете? И поперли. Да, здесь кто-то пытается вас реально на распутье закинуть, чтобы вы начали в себе сомневаться. Через время что? Чтобы через время можно было бы как-то вас искусить. В состоянии жертвы поставить. Ну, воздействие на третью чакру есть, учтите это. Если вот реально кто впрыгнул уже в поезд Москва-Воронеж, я вас поздравляю, тут пусть хоть заделаются. Давайте я еще посмотрю на Таро Грааль нарушенных клятв. У вас освобождение от былого, все. Ключ в освобождение от былого. Ребята, здесь, возможно, еще проходят зачистки крадников на ваши ресурсы. Здесь у кого-то прям глобальная, блядь, чистка идет. Кто-то под Рождество реально себя просто, ну, классно во что-то вы впряглись. И новые защиты, и чистка. Кто-то бухает, мягко выражаясь, да, грубо говоря. А вот вы как-то вот по чисточкам могли дать. Работа, 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 работа. Помните, я говорила перед Новым годом, 31-го, кстати, у меня не получилось выйти в прямой эфир, ибо я была, мягко выражаясь, задолбанная подготовительными всякими моментами. Помните, говорила, что хотелось бы полежать, посмотреть сериал и тому подобное, да, пожрать вкуснях. У меня это удалось ровно первую половину дня, 1 числа. Дальше пошла работа. Все. Вот здесь примерно то же самое. Максимум вы дали себе отдохнуть до конца 1-го, там, 2-го. И уже вы завертели что-то. Ну, понимаете, 2-го-то у нас новолуние было, долбодятлы ж они ж готовились. Так самое интересное, до Нового года притихли, выстраивали планы, искали мастеров, практиков, дабы это все под Новый год состряпать, понимаете, гадость. И ждали результатов. Так, 4-я чакра. Анахата, безусловная любовь, 4 пентаклей. Все, вы здесь закрыли по отношению к чему-то, к ситуации, либо к кому-то. Свою, здесь чистка, здесь темный шут выпадает, безумие и непредсказуемость, но здесь прям обнуление по отношению к чему-то или к кому-то, вы просто уже, ну, непредсказуемо, короче, вас предсказать нельзя будет. Если человек думает, что он вас знает, ваше отношение к нему поменялось кардинально на 360 градусов. То есть и он больше не может рассчитывать на то или иное ваше состояние, которое вы ему дарили ранее. Так, кто просил у высших сил, вот прям уже знаете было, либо вы мне дадите, либо пошло все нахер, я заканчиваю эту жизнь сам. Либо вы останавливаете эту боль. Вас высшие услышали. У вас идет прям закрытие сердечной чакры. Есть еще человек, который читал всякую белиберду на вас конкретно. Его влияние снимаются с вас, и здесь высший суд закрывает. То есть здесь глобальная зачистка еще сердечной чакры вашей и всех привязок на нее, которые совершал этот человек. Уточняю, шута. Здесь рыцарь мечей. Сами понимаете, кто это здесь по этой колоде. Это злословный критик. Он же может, девочки, он же может вам писать, допустим, в интернете под подставными никами,
позиционируя свое мнение, якобы это мнение большинства, чтобы вы начали в себе, в своем деле сомневаться. Как вариант. Вот обнуляется. Хотел бы человек навязать вам свое мнение. Как мужик, так и баба может проигрываться здесь. Потому что у них полное банкротство у людей. Все. Давайте скажем так, если для кого актуально было оборвать привязки, прям знаете, вот не просто не общаться, да, с человеком, а полностью оборвать все, даже на энергетическом уровне вы оборвали все. Идем дальше. 5-я чакра. Вишудха, творчество, речь, настрой. Здесь у нас ключ в активации энергии. Здесь у нас королева кубков. Вы либо о своем творчестве заботитесь, либо о ком-то, общаясь, заботитесь. Да? То есть здесь все прекрасно, и у вас защита. 5-я чакра, даже докладывать я не хочу. Ничего. Ничего. Хотя, королева кубков, все-таки мало ли, девочки, кто увлекается Бухенвальдом, это может подпортить вашу 5-ю чакру. Иллюзии ваши какие-то завершены раз и навсегда, закрыто все. У меня такое впечатление, хочется сказать, что вы не просто мыслить начали иначе, вы даже говорить начали не так, как говорили до этого. У вас мог поменяться тембр голоса, постановление речей ваших. Здесь у кого-то зачистка. Смотрите, еще спросила насчет 7-ки кубков. Сами знаете, карта волшебная. Здесь выпадает 3 жезлов и 7-ка пентаклей. Девочки, отлично, все отлично. Здесь вы медленно, уверенно, вы знаете, вы уже выстроили то, куда вы хотите идти. Вы знаете, куда вам надо идти. Как надо идти, какими тропами. Что предпринять, а что обойти. Вы понимаете, что это будет долго, но это будет медленно, но наверняка и с хорошими перспективами и заделами для ваших детей, да для вашего даже будущего, если у вас нет детей, для самих себя. Здесь по 5-й чакре отлично. С кем-то можете договариваться, допустим, о чем-то важном для вас. 6-я чакра, как я уже сказала, здесь религия, традиция, иерофант, но упадок веры и договора новые. Что за упадок веры, меня интересует. Что он тут у вас делает? Темная звезда карта. От каких-то желаний пришлось отказаться, каким-то желанием вашим не суждено сбыться. Ну, ребят, это нормально, но это не повод в безверие впадать, да? Потому что здесь высшие силы вам кое-что дадут более важное и значимое для вас. Вы со временем это поймете. Что за договора? Мне интересно. Как говорится, звезды сошлись, да. Ну что здесь сказать? Здесь четко, конкретно вы были узником и приняли решение теперь наказать. Здесь прям расплата. Кто-то заключает договора насчет того, чтобы внести расплату для своих недоброжелателей. Единственное, сейчас провокационное, даже на Таро Грааль нарушенных клятв, я задаю вопрос, санкционировано ли. Да. Здесь четко, конкретно император, который с вами подло конкурировал. Человек, который просто таки... Смотрите, даже если здесь девушка, ваш недоброжелатель, энергии императора.
Здесь человек, который ненавидит женщин. Вот есть мое мнение, есть неверная, подлая конкуренция со стороны этого человека, с вашей стороны ключ в расширении границ. Санкционировано. Не скажу, что белыми будете работать энергиями. Поняли? Здесь вы четко, конкретно знаете уже, что вам делать. Не для всех проиграется. Не для всех. Возможно, кто-то из вас просто очень много думает о том, как бы вы хотели, чтобы произошло с вашим недругом за ваши страдания. Это тоже имеет определенный вес в пространстве. Так, 6-я чакра Сахасрара, связь с душой Вселенной. Здесь у нас идет король Пентаклей. Стабильность, контроль, успех, поддержка высших сил, мудрость. Здесь и луна, и солнце, то есть день, ночь у вас идет поток. Может идти знания приходить, как бы, ну, короче, стабильность. Единственное, что где-то еще есть у вас непрофессионализм. И кто-то пытается на вашу 7-ю чакру влезть. Возможно, у кого-то непрофессионализм, и хотелось бы содрать ваши знания. Вот так вот. Сейчас я уточню вот эту карту насчет непрофессионализма для вас. В гордыню не влетите из-за полученных сил. А вот и привет, медведь. Девчули и мальчули. Здесь недоброжелатель-то хочет ваш поток себе забрать, а свой эгоцентризм как бы скинуть на вас. Короче, помните, говорила подмен судьбы? Вот ваш недруг решил выебнуться и прям по-хитрожопому. Он хочет, чтобы высшие силы вас видели эгоцентриком и снобом, а его святой личностью. Понятно? Чему-то вам еще нужно подучиться. И кого-то прям убрать со своей 7-й чакры. Какого хера? Называется расклад шел-шел, и мы обосрались. Ой. Ребят, кто-то из вас обратился. Короче, вы встряли с дерьмовым практиком в отношения. И причем вы знаете, что он совершил подлость, вы уже перестали с ним общаться. Самопознание вам еще нужно. Но здесь знание как бы с вами. Здесь какой-то практик, ребят, действительно, вот прям наставник, который элементарно, может, вы кому-то доверяете и просматриваете чей-то YouTube-канал, я просто вам как вариант озвучиваю. А этот человек реально, ну, ставит экранники, и можно, поверьте мне, экранники — это не самое печальное, что некоторые делают на своих каналах. Это лайт-версия, вот я вам серьезно говорю. Хард-рок в этом всем, если вы к кому-то реально обращались, общались, ну, на протяжении какого-то времени. Вы прям знаете, что этот человек подло поступил, и вы отреклись от него. И я вам хочу сказать так, здесь человек был заинтересован в первую очередь в пентакликах. Во-вторых, человек творчеством как-то выражает себя. Я такой вот всех люблю, целую, обнимаю, прям вот, ну, всех обожаю.
А на самом деле я как будто бы позиционирую себя, что я раздаю щедрость, а сам заинтересован в том, а что же получу за это себе я. И смотрите, здесь рыцарь пентаклей, а у вас король пентаклей на связь с высшими силами. Понимаете? Вот почему ему хочется ваших знаний. Ну, здесь как-то так, ребят. Сейчас я пока это буду все убирать. Вы напишите мне, пожалуйста, как у вас вообще это проигрывается. Потому что здесь реально здесь, понимаете, такое впечатление, что прям как подгребание, вот вылезло что-то одно, вы почистились, да, допустим, и как поперло все остальное, там и люди, и события, и там еще вылезло, что возле вас какая-то хрень пригрелась, и оттуда подползло, что вот человек показал как будто бы себя, и понимаете, вы как будто думали так, фух, я, допустим, там откараскался от вот этих людей. И тут начинаете для себя понимать, что, оказывается, у вас в пространстве такой гадости очень-очень много еще. Вот так это было. И вы, как знаете, за нитку потянули, и клубок начинает распутываться весь. То есть, если так разобраться, некоторые могут сейчас сидеть и думать, да какого фига происходит, да что же это одно за одним вылазит, да я не выдержу или там еще что-то. Выдержите, никуда не денетесь. Здесь реально вы уже просто досиделись до того, что вас чуть ли не загнобили в этой яме, мягко выражаясь. То есть, очень много недоброжелателей. Так, собираем вот это все. А остальными картами мы еще попользуемся. Сейчас я ваши комментарии чуть-чуть почитаю. Сделаю легонький такой перекур перед недоброжелателями. Тамара, благодарю за комментарии, во благо. Так, в принципе, все понятно. Инфа верна. Ну, единственное, ребят, по 7 чакре, поняли, да? То есть, вот смотрите, я озвучила, что вы смотрите какого-то таролога, да? Но по 7 чакре, если вы смотрите, вы с ним еще и общаетесь. Здесь явно вы общались с человеком, понимаете? По последней чакре, ребят, здесь, смотрите, если по 7, да, возможно, вы дружите с человеком и не знаете, что этот человек, допустим, в эзотерике, в практике, в магии сведущ.
вы поняли, что он вас просто направляет не туда. Либо это манипулятор, НЛПшник. Понятно, как еще можно интерпретировать 7-ю чакру? Этот человек именно пытался навязать вам свою волю. То есть, а я вот думаю, вот так вот лучше поступить, а вот так вот как-то не надо поступать, понимаете? И вы как-то вот велись на это. Так. Сейчас, секундочку. У меня перед тем, как начнем смотреть недоброжелателей, даже свеча закончилась. Для них прям аж новую надо ставить. Напишите мне, по 7-й чакре теперь всем все понятно? Там человек, который реально мнит себя, он позиционирует себя лучше, чем вы, умнее, добрее, скромнее, веселее, понимаете, мудрее. А на самом деле у вас больше знаний и связей с высшими силами, чем у этого человека. Если не общаетесь по 7-й чакре, здесь вычищение идет. Или же этот человек как-то пытается еще, до сих пор пытается, допустим, вы практик, и ваш вот этот вот там бывший друг, подруга, знакомый, дружили, тоже практик. Он пытается подключиться к вашему потоку, даже если вы сейчас не общаетесь. Ловушка снов мешает связи с родом. Это ловец снов вы имеете в виду? Да. Вот здесь 7-я чакра, вы правы, Хикари. Прям вот, знаю больше, чем ты, но цепляюсь на твой поток, потому что вслух никогда не скажу, что тебе больше высшие силы дают, а я вижу, что мне меньше. И вас обесценить пытаются. Андрей, ловцы снов не мешают связи с родом. Хотя, смотря кто вам его подарил, как делал, при каких обстоятельствах, на какой луне, как вариант. Так, поболтали, хлебнули волшебного напитка. И поехали по недоброжелателям. Сейчас будем отрываться по полной. Так. Я сказала еще в начале расклада, блядь, затыки с защитами, пробито в ебеня. Либо чистит. Сейчас будем узнавать все это. О, 2-я чакра, 10-очка мечей. Помните, говорила, переклад на вас был мужских, женских проблем по 2-й чакре? И сказала, что у врага сейчас, возможно, не выкарабкается. О, 3-я чакра, 8-очка мечей. Ой, господа, я довольна. Так. И так.
не так уж и плохо. Здесь кто-то из недоброжелателей, знаете, я вам хочу сказать так. Здесь кто-то начинает трансформировать себя. Но очень малый процент. Сейчас будем, в деталях. Пока это то, что я сейчас вижу. Понеслась. Первая чакра в хлам. Ребята, здесь пробиты люди, ваши недруги. Напрочь. В ноля. Вы их вообще, если кому интересно... если нормально постараться, не полениться, если вы заняты реально решением конкретного вопроса, можно снести человека. Положить надолго. Здесь раздвоение личности, настолько пробита энергия, что раздвоение личности. Все, это уже даже на психику по 7 чакре и по 6 дала. А 6 чакра здесь умеренность. Умеренность, ребятки, понимаете? Так. По 2 чакре, вот смотрите, корыстолюбивый взяточник выпадает. Рыцарь Пентаклей. Человек давно с помощью своего передка зарабатывал себе деньги. Если мужик трахну нужную женщину, она мне даст бабло. Если женщина недоброжелатель, там, поняли, да? Пересплю с кем надо, получу бабло. А теперь все. Рабочий инструмент поломался, ёпта. По 3 чакре неверный выбор в бабле. Кто-то просрал бабло. Кто-то реально мог, кстати. Не для всех изоляция заключения, может, менты прикрыли. Вот как я могла, достать карту? Вот откуда она? С какой чакры? Не по порядку. Ой, 4 чакра, дурман иллюзий, девочки. Здесь и мальчики. Здесь влияние есть. А почему тогда звезда? У человека все сдвинута психика напрочь. Сдвинута. Ложные ценности по 6 чакре на умеренность. Ребята. Здесь реально человек живет в выдуманном мире. Если брать по всем аспектам, здесь 3 чакры у недоброжелателя. Это его личные моменты. То есть защита пробита из-за его проебов. 5, 6 его, все остальное влияние людей. Давайте я сразу и вот это вот выложу, дабы опять не перепутались карты. Значит, так надо было, елки-палки. Подселенцы. Здесь на человеке на 7 чакре подселы. Причем сделаны тем человеком, с кем ваш недоброжелатель находится в семье. Поняли, да? То есть связь с душой, связь со Вселенной перекрыта здесь. Перебито. Хотя рыцарь жезлов, понимаете, он как будто бы что-то делает, как кролик. Понимаете, кроль. Делает, а оно в никуда, оно как рассеивается энергия. Так, чуть я прочитала ваши комментарии. Давайте, дамы и господа, что здесь меня интересует? Меня интересует по 1 чакре выпала карта сострадания, но она же по обычному классическому значению Таро, 6 старший аркан, она же влюбленная. То есть здесь пробиты через тот выбор, который человек совершил. Выбрал не того партнера, и на него тот, кого он выбрал, делал привороты, как вариант.
либо же это выбор в любом другом, понимаете? А здесь выбор реально где-то был проеб, потому что насчет денег, неверный выбор, и человек такой, его реально закрывают, его изолируют. Он сам в страхах сидит. У него переход из одного состояния в другое. Понимаете, по этой карте? Вот эта вот колода, это Анима Мунди Таро, то есть, если мне не изменяет моя память, Таро души называется это. Понимаете? И вот здесь, смотрите, что за сострадание меня интересует. Может, он просит сострадания у высших сил. Может, кто-то говорит: ой, боженька, спаси, помоги, я же тебе молюсь, у меня же детки. Понимаете, блин, мне почему-то в последние дни я часто вспоминала я смотрела когда-то очень много лет назад, я не помню, что это был за человек. Короче говоря, брали интервью у серийного маньяка, киллера, убийцы, насильника. И он говорит: знаете, что мне чаще всего говорили перед смертью? Просили не убивать, и абсолютно все вспоминали о том, что у них есть дети. Понимаете? Вот здесь что-то из этой области. Вот перед смертью все вспоминают о том, что у них есть дети. А вот пока живут, они не вспоминают. Что на самом деле, ну, какие последствия бывают выбора. Так что здесь, девочки, ну, первое, и мальчики, первая чакра в хлам. Все, я даже здесь, давайте я уточню этого шута. Я бы хотела сказать, что человек, ладно, даже вот эту амбивалентность я уточню. На будущее, да, вот смотрите, человек, ну, тройка жезлов и девятка мечей, десятка, восьмерка мечей на первые три чакры. Здесь могли приворотами просто долбить на почин воли, долбить, либо же агрессивная вот эта вот боевая магия именно по этим чакрам шла. Понимаете, здесь планы не осуществляются, все, здесь защита в хлам. Амбивалентность, что это? Бессердечный изувер. Здесь кто-то реально над человеком, прям, знаете. Ребят, здесь вплоть до колющих, режущих внутри тела. И дьявол, нихуя, ой. Да, блядь, нихуя себе, понимаете, здесь нихера, здесь. Слушайте, ребят, мне вот идет, я это озвучу. Здесь у некоторых ваших недоброжелателей вплоть до того, что у них будут изымать органы. Возможно, даже на продажу. Возможно, просто операция. Поняли? Но если и операция, то здесь будут какие-то последствия. Огромные, ну, король, получается, король мечей и дьявол. Понимаете сочетание? То есть здесь на физике по-любому будет. И здесь человек прям как молится. Вот почему он как будто бы улетает в прострацию, в другой мир и закрывается от реальности. Типа не со мной, типа как-то переживем, все наладится, я проснусь, и все, вокруг меня летают прекрасные птички, солнышко светит, я счастлив и всеми любим. А по факту король мечей, мать его, и дьявол. И на раздвоение личности выпадает. Понимаете? Двойка пентаклей, если кому интересно. Король мечей, дьявол. Здесь человек не мог определиться. Здесь человек играл одну роль там, вторую здесь, третью еще где-то. И привело к тому, к чему привело, короче говоря. И здесь, возможно, пытается как-то, знаете, выпросить у высших сил что-то. Да, такое уточнение лучше бы я и не уточняла, блин. Остались бы, да, как говорится, на вот этом вот распределении личности на два лагеря. Он откровение получал от высших сил, его предупредили. Ему волю ломают. Высшие силы его предупредили. Будешь гореть ты немножечко не только в аду за походы по храмам,
Здесь вередничество, здесь не по кодексу, не по кодексу. Вторая чакра, десятка мечей, опять же таки, все, в принципе, что я озвучила, вплоть до операции, здесь человек хотел бы защититься, понимаете, кому-то дать взятку и как-то себя защитить, возможно, заплатить врачам, понятно, чтобы что-то отыграть, как будто бы, чтобы кто-то постарался сделать лучше, чем обычно всем делают операции, что-то вроде этого. Здесь, понимаете, здесь связь с родом полностью, ну, выключен род, родовая система выключена у человека. Оберег, и на карту оберега расплата. Ребят, здесь человек знает, за что ему прилетело. И ему реально страшно. Из-за того, что большой страх, у человека идет раздвоение личности, он убегает в параллельный мир, в выдуманную реальность. Потому что последствия для него просто ужасающие. Человек не справляется с оборотами реалий. Третья чакра очень в недоумении, как это так меня могли обдурить, как это я мог проштрафиться, да я же самый мудрый, я же самый умный, да я же. Третья чакра, восьмерка мечей, все, блок, денег нет, неправильный выбор, человек в панике, а как это так могло быть, мне же всегда везло, все, не повезло. И шут, полное обнуление финансового канала. Возможно, для кого-то отыграется, человек начнет просить у вас прощения, потому что здесь карта прощения и известия выпадает. Возможно, он знает, что он должен у вас попросить прощения. У него еще атаки будут сверху идти, это еще не конец, это начало. Вот я хочу сказать так, если брать недоброжелателей и полностью, что они должны отпахать, это вот их сейчас состояние где-то близко к 30% из 100. Всего лишь. Не скажу, что только начало, но они еще и до половины не добрались по отработке. А им уже кажется, что «О, боженька, забери меня к себе», понимаете? Завертелась здесь. Так, анахата, безусловная любовь, здесь дурман иллюзий, здесь подкормленный и опоенный человек, здесь предки рода что-то хотят сказать. При этом милосердие, доброта, королева пентаклей, либо в кого-то влюбился, либо, допустим, чья-то мамаша умирает, вспоминает о мамаше, потому что предки, поняли, родственник какой-то, женщина, здесь женщина, королева пентаклей, почему я говорю мамаша, может быть жена, понимаете, какой-то значимый человек уходит, либо уходит, либо же наоборот, человек опоили, окормили, и эта женщина все время в башке. Но здесь же и предки выпадают, понимаете? То есть здесь кто-то по роду. Что предки? Искушение, пророк. Бля. Ой-ой-ой. Здесь, знаете, недоброжелатель мог с матерью, с теткой, с кем-то еще постарше херовертить магию. Это во-первых. Во-вторых, вот этот вот постарше, с кем он это делал, вот эта женщина, она как будто бы могла быть ему как пророком, и не туда завела, короче, его. Якобы я тебе помогу, а сама там, ну, может, и сама не понимала, что она делает в той магии. Один из вариантов. По сердцу сейчас человека, ну, как вам сказать, здесь не очищение сердечной чакры, здесь накруты в еще большую жопу. Мало того, что... Вот понимаете, давайте я вам сейчас объясню, что здесь происходит. Вы уснули и увидели в своем сне того партнера, о котором вы мечтали. Вот понимаете, глаза, там, черты лица, волосы, фигура, качество характера, и вы влюбляетесь. Вы как будто бы, вот, ну, вы во сне, да, вы не понимаете, что вы спите, вам кажется, что это у вас реальность спуталась, да, и вот когда вас выдернут из этого сна, здесь будет очень печально. Ну, то есть осознанные люди всегда понимают, где сон, где реальность. Здесь граница стерта, понимаете?
где вымышленное, а где реальное. Если же это не то, что я озвучила, здесь человек к кому-то мог обращаться за помощью. Может быть, его и практик приворожила к себе, как вариант. Ребят, реально тут такое проходит. Здесь какой-то замес, понимаете, идет. Реально какой-то замес с бабой через предков. А ну, что за иллюзии? Деструктивная зависимость, темная любовь. Все, человек, блядь, привороженный. Не хочу дальше лезть. Неважно кем. Практиком, мамашей, теткой, какой-то бабой. Если девочки, ну, девочка ваш недоброжелатель, здесь она приворожена тоже бабой. Не мужиком. Если ваш недоброжелатель, вот это все, это женщина, а не мужчина. Здесь приворот на ее ресурсы, но баба к себе ее гребла для того, чтобы ее ресурс тянуть себе. 5-я чакра, исцеление, надежда, все хорошо и параллельно попрание идеалов. Здесь такое впечатление, что человек сам верует в тот бред, который несет. Человек закрыт. 5-я чакра, ну, его закрывают за его слова. Знаете, как будто человека несет, он понимает, что лучше бы закрыть рот, потому что ты наворачиваешь себе кармические обороты, узлы навязываешь, а он, ну, здесь приговор идет. Его заставят высшие силы отречься от вот этого желания предать кого-то. Понимаете, здесь сам знает, что пиздит, но продолжает пиздеть. А при этом человек уже сделал выводы, что если он пиздит в вашу сторону, его тут же хлобыстает. Тут же, блядь. За любое горбатое слово в вашу сторону. Но он, знаете, как будто бы злится. Нет, я все равно сделаю по-своему. Ну, давай, тебя уже закрыли. Здесь, возможно, человек как-то мог пойти на поправку, если были болезни дыхательных путей, да? И только пошел на поправку и давай трепаться, короче. Но здесь пиздеть, здесь не трепаться, здесь пиздеж о вас. И тут же приговор, тут же на тебе приговор за твой помысел, и через время его заставят отречься от своих слов, от вот этого вот, понимаете, он много предает людей своими речами, не только вас. То есть, понимаете, здесь вот, глядя на таких людей, если бы... Даже не знаю, как это оформить. Знаете, здесь, я не буду, конечно, от высших сил говорить. Если бы, допустим, у меня была, да, какая-то определенная степень, так сказать, именно, что я была бы определенными силами, которые отвечают за вот эти моменты, я бы просто человеку, блядь, закрыла рот раз и навсегда. Здесь человек, понимаете, и свеча треснула. Я, конечно, не в этих инстанциях, я обычный человек, понимаете, я туда не претендую. Но я вам серьезно говорю, здесь уже такое ощущение, что даже у высших сил вот есть такое, что вот то, как ты используешь свой голос, дар речи своей, то, на что ты это тратишь, тебе, ну, проще нам это закрыть, потому что, ну, там вообще... Человек сам знает, что своими речами он себя ведет на убой. Либо же здесь начитка какой-то белиберды идет. Поняли, да? Вот это вот. Знает, что не сработает, знает, что а-та-та, но продолжает читать. А вдруг он вот сможет уничтожить всех. Так, 6-я чакра здесь ложные ценности, которые, смотрите, сердечная чакра в завязке с 6-й. А 6-я еще в завязке, то есть 1-я идет на 6-ю, поняли влияние, а с 6-й на сердце. То есть перетекание энергий, одно влияет на другое, понимаете, одно цепляет другое. То есть из-за того, что думает, и по сердцу бьет при этом. Что за ложные ценности? Человек думает, что он управляет временем.
Нихуя себе. Вот это заявка на победу. По-моему, кто-то реально это чеканулся. Заложник хвальбы. Или думает, что он вечно жить будет, понимаете? Или же человек просто ворует время у других людей. То есть, давай встретимся на 2, а вы полчаса ждете эту падаль. Вот это называется украли ваши 30 минут вашей жизни. Понятно? Ладно, а что еще? Циничная баба. Девочки, а ваш недоброжелатель-то баба. О, папа. Парам-пам-пам. Королева кубков. Помните, на вашу 5-ю чакру выпадала королева кубков? Вы говорили об этой бабе. Знак зодиака воды, бухающая, циничная баба. Ну, вот, понимаете, вот такое вот что-то. А вам видно хорошо и так. Вот это вот. Ей по сердечку лупит. Блин, хотела это доложить. И, короче, и тут же королева мечей, желчная ведьма, циничная баба и желчная ведьма. Ой, она же и на вашу 7-ю чакру базарилась. Я вам даю теперь 100%. Здесь баба. И вы с этим человеком общались. Отрава на 6-й чакре. Неупокоенные. Бьет по сердцу. И, я не такая, как все. Я выше других, я лучше других, я больше знаю, но почему-то подцепляется к потоку чужих людей. Интересный ход конем в шашках, интересный, ложная ценность у женщины. А что за ключ в управлении временем, мне интересно? Девочки, она знает, что она будет поражена. Высшие силы ее предупредили. Темные, скорее всего, тоже. У нее уже настрой на поражение. Все. Что я вам хочу сказать? В сознании этого человека уже он проиграл. Но пиздит, что дышит часто своим языком. Что-то здесь еще, понимаете, и попирает прям попрание идеалов. Здесь может, знаете, человек что делать? Гнуть маты на высшие силы, обижаться, проклинать род, понимаете, вот такого плана. 7-я чакра. Ненависть в семье, связь с душой, обида на свою родовую ветку, возможно, на какого-то мужчину по роду и подселение. Как вариант. И смотрите, по первым моментам здесь с матерью затык какой-то у этой бабы. Поняли? Возможно, вместе делали магию, либо с какой-то женщиной, которая дорога этой бабе. А по первым-то чакрам как мужик проходит. То есть это не женщина, это реально вот эта вот карта. Вот видите, вот оно сидит. И вот такое вот. Я всем вам дам Кузькину мать. Угу. Надавалась, походу. Ой. Сука ты, сука. Ну. Здесь, понимаете, охеревшая мадам. Я ради своей новой жизни назападлю любому, потому что у меня больше знаний. А помимо этого искажение истин в учении другим людям.
То есть, если брала кого-то на обучение, здесь искажение реальных истин было. За это отдельная ПДД бывает мастерам. Видимо, человечек этого не предвидел, что мастер несет ответственность за своих учеников. До поры до времени, при определенных нюансах, но это происходит. И смотрите, на других людей очень часто скидывал этот человек свои болезни, свою... Не фатум идет мне, понимаете? Фатум – это предопределение, когда, ну все, трындец. Вот это вот скидывал на других, а себе, как бы, чтобы дольше пожить, больше знаний получить, здоровье, красота, удачливость, поняли, да? Теперь это все завершается. Говорит, я за дарами судьбы на погост бегала, власти хотела, я же тут, ну, лучше всех, и исцелялась, ну, у меня же власть есть, и проклятие человеку. И здесь, знаете, проклятие уже высшими. Здесь и на семью пошло, здесь по чувствам, здесь по психике, по психосоматике. Тут вообще по нижним чакрам, ну, одни мечи, блядь, полетели, понимаете? Причем защиты, то, что говорит и то, что думает, это лично ее проеб. И только вот эти 2, 3, 4, 7 чакры – это воздействие других людей на этого человека. Вот такой вот, мать его, расклад. То есть я лично для себя, почему я удивлена, потому что лично для себя я открыла то, что этот человек искажал истины, понимаете, искажал истины. Я не думала, что кое-кто до этого докатится. Ну, в принципе, я вечно думаю о каких-то долбоебах лучше, чем они являются на самом деле. Думала, точнее. Сейчас я вообще ни от кого ничего не ожидаю. Хотя бывает, честно сказать, подразочаровываешься иногда. То есть я ожидаю, что человек как-то ринется, как-то проснется, как-то начнет действовать, он такой сдувается. И ну, это ж выбор каждого. И мне бывает почему-то... А мне казалось, что вот человек сейчас встанет, ну, очнется и побежит, понимаете? Но опять же таки, у каждого... Ну, свой путь, да, свой темп. Я все это понимаю, но периодически вот, конечно, я разочаровываюсь. Бывает всякое. То есть, понимаете, я не то чтобы возлагаю, я вот почему-то четко вижу, что человек двигается. Такое впечатление, что человек в параллельной вселенной живет именно так. А вот здесь, в нашем мире, почему-то притормаживает. Понимаете, а на других измерениях там, ну, абсолютно иная личность, абсолютно уже иных высот достигшая. Вот так вот, ребятки, как, напишите мне, как вам расклад с Таро Грааль нарушенных клятв. Зашло ли вам? Оставлять ли нам эту колоду? Оставлять ли нам эту колоду для просмотра чакровой системы в дальнейшем? Так, почитаю сейчас чуть-чуть ваши.
общем, у каждого из вас по-разному, да, как говорится. У кого свекровь, у кого еще кто-то. Да, они почему-то решили, что они на это Рождество сделают как обычно. Хотя предупреждения все получали, все. И здесь четко показано, человек получил предупреждение, но нет, я все равно буду делать. Ну, сделала, молодец, еще. Держи теперь крепко, унеси, смотри. Да, девочки, я не спорю, вот эти вот карты, они прям, ну, я же говорю, они концентрируют определенную энергию. Отлично, все замечательно, всем все понравилось, даже жесткач по колоде Грааль нарушенных клятв. Она даже меня обескуражила, когда я ее получила, но... Иногда полезно, как говорится. Все, хорошие мои, на этом я с вами прощаюсь. Всем осознанным добра этого мира и прекрасного Нового года. Всем пока-пока и до новых встреч.